Всем огромный привет, друзья! Сегодня я хочу приготовить очень быстрый пирог. Я подсмотрела этот рецепт у одного блогера, скажу о нем позже, и решила попробовать приготовить этот пирог. Значит, для пирога я скажу, какие нужны продукты, и также нужен еще творог. Не обращайте внимания, что у меня на кухне, там разные баночки, скляночки, это кухня, а не музей. Поэтому не надо мне писать, что перед тем, как снимать видео, уберите на кухне. На кухне у меня чисто. А мы приступаем к приготовлению быстрого и вкусного пирога. В миску разбиваю яйца. Добавляю сахар. Немного соли. Все хорошо смешиваю венчиком. Теперь добавляю сюда греческий йогурт. Вместо йогурта можно добавить кефир. Все продукты у меня комнатной температуры. Перемешиваем опять. Добавляю 100 мл молока. Опять все перемешиваем. Сюда же я буду добавлять растительное масло без запаха. Берем муку, добавляю к ней чайную ложку разрыхлителя. Теперь в эту смесь просеиваем муку с разрыхлителем и замешиваем тесто. Приготовим пирог и заодно проверим рецепт. Тесто получается редкое. Ну, вот такое получается тесто, не густое. И это тесто мы делим на две части. Выпекать я буду вот в такой форме. Выливаю сюда одну часть теста. Половинку. А половинку оставляю. И теперь отправляю это тесто выпекать в разогретую уже духовку на 180 градусов. Выпекаться будет очень быстро. Пока выпекается тесто, подготовим творог. Значит, сюда можно добавить соль, если хотите, чтобы начинка получилась немножко солоноватой. Также, если хотите пирог сладкий, можете добавить сахар. Можно добавить любые специи ваши любимые, любую зелень. Я же добавлю немного ванильного сахара и все. Больше добавлять ничего не буду. Если бы был изюм, добавила бы изюма. Я не люблю соленые пироги. Я люблю все сладенькое. Добавила только ванильный сахар. Пирог готов. Выпекался он у меня 10 минут. Температура духовки не 180 градусов, а 200 градусов. Теперь выкладываю творог. Хорошо его разравниваю по пирогу. И выливаю оставшееся тесто. Хорошо тесто распределяю по всему пирогу. И опять отправляю в духовку при той же температуре 200 градусов. И еще на 10 минут. У меня прошло даже меньше, чем 10 минут. Пирог готов. Смотрите, какой он красивый и аппетитный. Желательно, конечно, чтобы он немножко остыл, но так как у меня никогда нет терпения, я буду прям горячий его разрезать и пробовать. Пирог получается, как видите, невысокий. Но, возможно, если форма будет меньше в диаметре, то и пирог будет повыше. Он очень нежный-нежный, прям воздушный какой-то. Друзья, получился очень вкусный. Очень. Рекомендую приготовить. Все быстро и очень вкусно.